Когда любят, то посвящают любимым то, что могут сделать. Эдвард Лицкалнин построил для возлюбленной каменный замок. Людвиг ван Бетховен посвятил Элизабет Рекель одно из своих известных произведений для фортепиано, называемое «К Элизе». Пушкин посвятил Анне Керн, пожалуй, самое мощное по силе сердечного томления и лирики стихотворения, «Я помню чудное мгновение». Все религиозные люди строят священные здания тому, кому доверяют свои души. Своим любимым детям родители посвящают самое ценное, что у них есть – их личное время. А вся моя книга – это посвящение тебе. Я воспользовался подсказками великих мужей, живших до меня, и сделал ровным счетом так же, как делали они, движимые любовью. Моим желанием всегда оставалась ты. Во мне никогда не зарождалась ревность или сожаление по невозвратному времени ожидания, ведь я все это время был наполнен одним из самых прекрасных чувств, которые только может испытывать человек. Все происходящее дало мне понять, насколько глубоко я был способен любить. И если только мне было бы позволено затронуть столь деликатную тему неугасаемой любви, то в ней я, несомненно, был бы одним из незаменимых экспертов. Границ я не видел. И бесконечно находил все новые и новые отражения твоего милого женского характера. Так продолжалось долго. И когда я понял, что окончания твоей душевной красоте нет, то я ни на минуту не перестал соглашаться, что именно такой я всегда и хотел видеть свою любимую. Ты вобрала в себя все оттенки, что могут быть в желанной женщине. Ты даже стала играть новыми красками, каких еще не придумали люди. Ширины моего воображения не хватало, чтобы постигнуть твою женственность. Я давно привык к тому, как мой разум восклицает от удивления, когда находит в тебе еще один повод, чтобы признать, как ты прелестна. Мне пора бы обеспокоиться тем, что я слишком сосредоточен на созерцании тебя. А ведь есть масса не менее полезных дел, которые тоже надо делать. И вот же ж чудо. Я научился делать любые дела и одновременно думать о том, как я люблю тебя. Смог ли я достойно запечатлеть твой образ на полотне своих писем? Но ты точно, ярко и основательно запечатлена на гранях моего сердца. Я не смог удержать свой язык за зубами, когда начал восхищаться твоей пленительностью. Наделал кучу ошибок при этом, но в твоих глазах я до сих пор вижу всепрощение и девичью снисходительность, которая меня подкашивает стать на колени и целовать тебя, и благодарить за то, что ты стала моим счастьем.